Всем привет, всем большой привет с города Норильска. Сегодня мы с вами немножко прогуляемся по такой улице, которая называется Нансена. Да, вы знаете, улица довольно-таки интересная, и она довольно-таки большая в городе Норильске. Вот с правой стороны, вот видите, у нас начали в городе Норильске делать такие вот закрытые мусорки. Ну, как бы контейнера сами по себе они были всегда. Но начали вот, эти мусорки как бы отделять таким заборчиком. Какая причина этого всего? Ну, я догадываюсь, конечно, но мне кажется, это все не помогает однозначно. Причина, заключается в том, что когда, допустим, в городе Норильске наступает зима, да, и очень сильно дует ветер, то весь мусор, вот, допустим, во дворах, он разлетается в разные стороны. И потом по весне, да и осенью тоже вот это все так не очень хорошо смотрится. Вот видите, вот как сейчас, вот пакетик какой-то, там вот еще какой-то мусор и так далее, и так далее. Вот с левой стороны у нас дом покрасили, но вы знаете, вот этой покраски, честно говоря, домов, ну, не хватает. Не хватает на долгий срок. Климат очень суровый, конечно, и вот эта вот краска вся просто осыпается там через лет 5. У нас, значит, здесь улица Нансена, 52. Да, вот смотрите, Нансена 52. Если, конечно, кто-то был здесь, кто-то жил здесь, то, я думаю, вы увидели свое родное любимое. Прямо у нас вот эти вот дома-свечки двенадцатиэтажные, двухэтажные, хотел сказать. А вот сейчас вот мы заходим в такое интересное место. Это вот проход между домами в городе Норильске, и нас встречают голуби. Да, вот так вот. Что касается проходов, то в городе Норильске очень много таких проходов, да, между домами. Раз прошел, и ты как бы уже находишься в другом дворе. Слева было Нансена 50, и вот я смотрю, мы вышли к Нансена 52. Да. Вот такой вот двор. Смотрите, очень много снега. Очень много. На самом деле, вот это вот, знаете, вот это самая маленькая толика того, что есть во дворах снег. У нас вообще в Норильске снега вообще навалом. Это кошмар какой-то. Я иногда поражаюсь этому всему. Боже, откуда берется этот весь снег? А вот по весне, когда уже такая погода более теплая, такая благоприятная, да, начинают этот снег сгребать весь и вывозить на разные предприятия, где есть топилки. Что такое топилки? Это такая интересная тема. Это, короче, отверстие, из которого выходит пар, горячий пар. А вот это отверстие обычно находится в таком углублении, да, и машины заезжают, и прям в это отверстие рядом начинает сваливать снег. Ну, естественно, пар горячий, да, и он начинает топить этот снег. Вот так вот. С левой стороны, я смотрю, у нас машина-заброшка, да. Слушайте, в городе Норильске машин-заброшек, ну, очень много. Хотя, вы знаете, машина довольно-таки неплохая. Это, я так понимаю, Волга. Ну, на ней, видно, зимой никто не ездит. Может быть, летом ездит, там по весне, по осени. А вот прямо у нас, смотрите, видите, женщина с двумя собачками. Я вот когда это видео снимал, я, конечно, поражался этому всему. Вы спросите меня, чему я поражался? Я вот вам отвечу. Вот смотрите, хозяйка собачек вывела гулять собачек на детскую площадку. Ну, то есть, понимаете, да? То есть снег растает, кругом будут какахи, да, и все нормально, все классно, вообще здорово. С правой стороны, вот смотрите, у нас еще одна мусорка огражденная, и, я так понимаю, около мусорки вот эта белая, где вот только что пробежала собачка, белая — это еще одна машина, которая ночует у нас на улице. Да, вот так вот. Вот смотрите, я сейчас немножечко ее сниму поближе. Да. Слушайте, и номера есть у машины, и все. И как бы машина не такая страшная, в принципе.
Ну, у очень у многих владельцев, вот особенно старых машин, да, у них, просто нет денег на запчасти. Ну и все, нет денег на запчасти, и, конечно, а что остается делать? Остается вот так ставить машину, и она стоит, ночует, ночует. В лучшем случае, конечно, запчасти купят и отремонтируют, машину. В худшем случае машинку эту просто, ну, выкинут на помойку. Вот, значит, мы заходим с вами на детскую площадку, и вы знаете, я когда, допустим, увидел, вон тех котиков, да, это сейчас я вам знак показываю, да, и смотрите, на знаке написано: "Выгул собак запрещено", да, а вот той женщине, которую вот дали, ей все равно. И я когда вот увидел вот этих котиков, да, я, честно говоря, ну, немножко подофигел. Подофигел от чего? Ну, они такие интересные довольно-таки. Вот смотрите, матрас лежит, да. Вот это вот кто-то принес матрас сюда. Наверное, вот с этого котика прыгали по лету прям на матрас или просто на матрасе загорали, или, я не знаю, что пикник устраивали какой-то, да. Вот. Вот эти все детские площадки, они, конечно, новые. Это не старые детские площадки. В городе Норильске были старые детские площадки. Они такие, знаете, они вообще страшные-страшные были. Они такие были совдеповские детские площадки. Вот, смотрите, еще один котик. И он тоже что-то смотрит куда-то туда. Вот. И я думаю, он укрыт одеялом из снега, и ему хорошо. Вот эти старые площадки детские были, совдеповские еще. Но они, конечно, были страшные. Они вообще ужасные были. Эти вот площадки, конечно, сейчас выглядят уже не очень, да. Ну, а те вообще ужасные были. Вот так вот. Прямо у нас магазин, и этих магазинов очень много. Вот, это магазин 18+, там продают горячительное. Да, вот так вот. Не буду рекламировать этот магазин, потому что, ну, это не очень хорошо, когда ты этого слишком много употребляешь. Прямо у нас что у нас? У нас по-прежнему улица Нансена, а вот с правой стороны я вам не скажу, что это. Вот, возможно, это какой-то детский садик, может, какое-то учреждение, а может быть и школа. Я без понятия даже. Ну, честно вам скажу, похоже на детский садик. Вот, ну, вон, смотрите, где-то, окна с решетками стоят, где-то без решеток стоят. Ну, черт его знает. С левой стороны контейнер у нас вот стоит, и этот контейнер, видно, очень давно стоит, и, по всей видимости, его никто не хочет убирать. Вот, он, конечно, портит интерьер. Вот слева прямо, видите, еще одна машина-заброшка. Вот видите, мы с вами вот, находимся в этом дворе, уже 3 машины-заброшки насчитали. Вот это центральный вход. Наверное, был когда-то. А может быть, это и есть центральный вход. Я даже без понятия. Вот это вот этот страшный контейнер, да. Ну и что дальше у нас? Давайте посмотрим, что у нас дальше. Там вот эти баки, которые стоят, видите, это мусорки. Вот в городе Норильске почти все баки вот такие вот железные. Вот на них вот что-то написано, как на этих баках, да. И приезжает мусорка, высыпает из баков мусор, ну и едет дальше, до следующего бака. Прямо у нас уже получается улица, ну, не могу вам сказать, ну, или Комсомольская, или Ленинский. Честно говоря, я подзабыл. Я в этом районе не часто бываю и как бы не могу сказать вам, что это за улица. Вот смотрите, да, это раньше был какой-то детский садик. Раньше вот такие детские садики строили типовые, да. И внутри этого садика была детская площадка. То есть как бы можно было детей выгулять, прогулять, загулять. Даже когда на улице очень сильный ветер, поскольку вот эти вот, такая П-образная форма строения, она защищала детей, ну и, скажем так, взрослых, которые находятся там, от ветра. Вот с правой стороны у нас еще одна заброшка была. Видите, вон, смотрите, видите, вон заброшка. Да, многовато, конечно, в городе Норильске заброшек. Вы знаете, я был в Талнахе. Город такой есть, который входит, скажем так, в состав
Норильского промышленного района. Я снимал про него на канале. Если вам интересно, посмотрите. И я вам скажу так, в Талнахе я практически нигде не увидел заброшек. Да, вот удивительно, да, это все. Допустим, в городе Норильске этих заброшек навалом, а вот в городе Талнахе их нету. И я вот, допустим, был в городе Аганере, да, который тоже входит в Норильский промышленный район. Там тоже нету заброшек. То есть, получается, город Норильск — это центр заброшек Арктики. Вот так вот получается, да. Интересно. Вот смотрите, вот этот дом прямо тоже его когда-то покрасили, и он такой уже уставший. Ну, я вам говорю, сейчас, конечно, приняли решение все-таки облицовывать дома, ну, разными системами, там, панелями железными, и еще какие-то конструкции придумывают. Но вот эта покраска, конечно, домов, она долго ну, не держится. Климат суровый, то есть зимой -20, -40 градусов, плюс ветер. Ветер достигает до 30 метров в секунду. А то в редких случаях бывает и больше. Вот кто-то выкинул стиральную машинку, видите? Ну, по всей видимости, нес и не донес. И вот сюда положил. Прикольно, такая большая пепельница. Отлично. Видос я снимаю по весне. Вот, и видите, снег черный. Ну, почему он черный, вы сами можете догадаться. Я не буду вам говорить этого всего. А вот сейчас я потихонечку уже выхожу к автовокзалу и покажу вам автовокзал. Вообще автовокзал и рядом здания около автовокзала — это такие знаковые места. Однозначно. Вот сейчас правее будет, да. Раньше автовокзал вот этот вот видите, справа, да, это, ну, как бы это не совсем автовокзал, это вот это знаковое место, да, это рынок. В 90-х это место просто было топ. В 90-х годах, когда Советский Союз развалился, сюда все приходили, в это место, да, и покупали разные вещи. Потому что здесь, на этом рынке, было все. Все продавалось. Я помню, я пацан малой был, и я ездил сюда, покупал видеокассеты. Когда вот это бум пошел на видеокассеты, да, видеомагнитофоны стали доступны, киношки вот эти вот западные, вот лучше бы они не приходили вообще. Я вам скажу так, очереди были, просто был ларек такой стоял интересный, да, вот этот ларек был забит видеокассетами, и просто громадные очереди были за покупкой какого-то нового фильма, да, интересное время было.